И, друзья, сегодня у нас среда. У меня сегодня Алмаз дома, кашляет. Короче, сходили мы к нему, к семейному. Врач сказал, что у него бронхит. Купили сейчас только что таблеточки. Выписали нам антибиотики. Но он говорит, бронхит, в принципе. Ну и Алмаз говорит, я, говорит, сегодня дома, купи мне, говорит, вкусняшку и обязательно, говорит, купи мне игрушку. Вот, и здесь вот недалеко от Каррефура, вот, может быть, есть вот такой магазинчик канцелярских товаров и игрушек. Здесь очень дешево, вот честно, сравнимо дешево, чем других канцелярских товаров. Имейте в виду, кто здесь в Селивке приехал, живет. Для вас говорю. И здесь всегда продают апельсины, можно купить на развес. Мы здесь уже брали, они очень сладкие. Есть вот для сока 15 лир, я, наверное, сейчас возьму. И большие по 25 лир. Ну, а мы пойдем пойдем игрушку какую-нибудь, Алмазу. Тут продает такой в возрасте дяденька, который так хорошо относится ко всем. Даже нам как-то подарил кошелек. Вот. Так, посмотрите, что есть тут в этом магазине. Алмаз, руками только не надо вытаскивать. Это маркер, тебе он не нужен. Игрушки, смотри. Игрушек здесь, видимо-невидимо. Чего только нету. Каких только игрушек нету. Шарик 3 стоит еще. Да, 3 лиры стоит шарик. В общем, канцелярии тоже много. Смотрите. Я себе куплю шарик. Чего только нету. Да, возьми 2 шарика и еще игрушку какую-нибудь возьми. Вот, смотрите, какие куклы. Например, вот такая кукла. 370 лир набор. Наклейки. Ну, возьми наклейки еще себе. Короче, здесь реально, ну, как бы недорого. По канцелярии здесь тоже много есть всяких. Вот. Мы еще в магазин потом заскочим. Смотрите, какой единорожка продается красивый. А вот дедушка стоит, смотрит. Он очень добрый, очень хороший. О, даже здесь апельсины лежат. Короче, сейчас что-нибудь купим. Купили мы игрушки на 100 лир, набрали. И на 100 лир апельсины взяли. И дедушка говорит, подожди, я, говорит, еще что-то тебе дам. Он вечно нам что-то дарит. Мне аж неудобно сюда заходить. Потом покажу. Пока дедушка долго ходит, смотрите, что я заметила. Похоже, это его молодость. Вот смотрите, короче, дал он вот такой вот пакет апельсинов, лимонов. Говорит, что вот это, говорит, типа апельсин и лимоны в салат хорошо будет. Ну, это, короче, подарок. Ну, а я что купила? Я пакет купила для, как и говорила, для сока и для еды пакет взяла. Здесь 3 килограмма, здесь сколько, не помню, тоже около 3 килограмм вроде. Ну, в общем, это за 100 он отдал. Игрушки тоже за 100. Ну, вот Алмаз кашляет, конечно. В общем, мы поехали дальше. И мы уже дома. Хотела вам рассказать. Там было шумно на улице рассказывать. Короче, он дал вот этот пакет, получается, дополнительно. И очень долго объяснял, говорил, что вот эти, говорит, апельсины, это, говорит, мама, говорит, апельсинов. Я так и не поняла, к чему он. Он говорил, апельсин, типа, портокал, Аннесе, мамаса, говорит, вот. Типа, мама, говорит, апельсинов. Потом лимон. Я говорю, это лимон. Он говорит, это, говорит, тоже мама, говорит, апельсинов. И это, говорит, это, говорит, только для салатов. Короче, я не поняла, в чем именно, ну, понятно, как бы, из этого, получается, апельсины растут, да? Ну, то есть это, как бы, может быть, такой сорт, да, из которых выращивают апельсины. И он говорит, их нужно для салатов. Ну, наверное, это так, да? Кто знает, короче, пишите в комментариях. Вот, а я сейчас буду делать сок. Мы тут вышли ночью прогуляться, а у нас здесь лимоны. Смотрите, как красиво я одета.
лук мой, смотрите. Время 12 ночи уже, или полпервого. Мы всегда вот так прогуливаемся. Часто. Вот. Так что пошли мы спать. И у нас, друзья, настал новый день. Никогда не узнаете, по поводу чего хожу. Не угадаете, точнее. Хожу по поводу легализации. У меня, оказывается, ВНЖ 4 февраля уже просрачивается. Вот. А мне нужно сделать документы, и что-то мы, короче, со сроками... Ну, у меня, короче, мужу уже выдали, и по его документу, в принципе, нам тоже должны сделать. Единственное, нужно собрать фотографии, документы, короче. Вот сейчас хожу по поводу этого. Сделала здесь копию документов, сейчас поеду на почту. Потом скажу, что нужно будет мне там на почте. Так, ну что, вышла я с ПТТ. Все, мне здесь нужен был какой-то УЕЦ. Вот, это для того, чтобы сделать икамет. Вот, и еще шифре в Едевлет взяла на почте. Там нужна будет какая-то справка. И сейчас как раз я нахожусь рядом с Турктелеком. Хочу зайти спросить, почему не пришли мастера. Да, они мне звонили. Я, короче, трубку не взяла, пропустила звонок. И после этого никто не приходил. А скорость интернета домашнего у меня так и не прибавилась. Помните, я сюда ходила. Это как раз рядом с почтой. Кто у меня на канале не впервые помнит, что я сюда ходила. Переоформила новый договор на целый год следующий. И как раз-таки скорость прибавила. Но мне скорость не прибавилась, у меня такая же, даже, можно сказать, хуже стала. Поэтому сейчас зайду, уточню. Ну что, друзья, сходила я в ПТТ, сходила я по поводу интернета. Сейчас поеду домой. Нужно сфотографироваться опять. Поэтому сегодня я детей всех оставила дома. Сейчас со всеми 3 детьми поеду фоткаться. Вот. Ну и, в принципе, там с Едевлета нужен будет один документ вытащить, и все. В принципе, когда продление, намного легче, потому что все документы уже есть на работе у мужа, получается, они сами делают. Потом нам просто домой приходят темляки. Ну а погода, конечно, сегодня ветреная, но очень такая, знаете, весенняя погодка. Прям вот реально вот как будто весенняя погода пришла, все, как будто на потепление, как будто ближе к лету уже. Все такое зеленое становится, вот травки сами видите, наверное. Ну, вообще как бы. Короче, здесь очень такая вот быстрая пора, вот эта вот именно осенняя-зимняя. Она очень быстро сменяется на весну. Ну и так как нету снега, слякоти особо нету, да, всегда солнышко. Ощущение, что как будто бы вообще осени, зимы не существует. Вообще всегда весна. Короче, заехала я сейчас, купила продукты. Сливочное масло килограмм купила за 265 лир. В общем, идем гулять. Мы сегодня сфоткались, да? Выбрасываем. Алмаз, пошли. Мне пришло платье, наконец-то, из Зары, да? Коробочку выкидываем. Идем гулять. Сегодня очень тепло было на улице. Мы, конечно, с опозданием выходим гулять, но хотим прогуляться. Тут у нас гуси, как всегда. Да, я видела. Пошлите. Уже солнце садится потихонечку. Время у нас 6 час. Сейчас застегну. У нас настал новый день. Да, друзья, каждый раз новый день настает. Детей отдала в садик только что, проводила в автобус. И, наконец-то, теперь с вами поболтаем. И сразу села с вами поболтать, потому что что-то в последнее время прям все закрутилось, завертелось, даже поболтать времени нету. Сначала с одним ребенком, да, по врачам он дома сидит, потом с 2 остались. Самое главное, я вообще не рассказала. И в последнее время забываю рассказывать вот эти главные моменты, которые хочу передать, да. Особенно для тех, кто сюда едет, чтобы вы знали, были в курсе. Очень много подорожаний. Новый год, новые цены, да. Конечно же, в Турции это прям, наверное, самый обсуждаемый момент, то, что все дорожает. Вот, например, да, мы ездили фотографироваться.
это на ВНЖ. Это вообще, конечно, отдельная тема, да. К тому, что я вам тоже об этом тоже сейчас вот кое-что расскажу. Короче, за 4 фотографии мы отдали 1000 лир. Это просто как бы биометрические фотографии 5×6. Для того, чтобы сделали нам новые кимлики, да. У меня, получается, мужу уже выдали кимлик. И, кстати, выдали на 2 года в этот раз. Первый раз дали на год, сейчас на 2. Я думаю, это вообще хорошо. Но у нас заканчивается загранпаспорта у детей, у двойняшек наших. Мы им делали на 5 лет, самим мы делали на 10, еще уже давно. Как бы у нас тоже заканчивается, но у нас еще до какого-то там года, не помню. А у них уже в 25-м, нет, 27-м заканчивается. У нас, да, кимлики до 27-го, но у них заканчивается в начале года, и еще, когда обычно здесь делают вид на жительство, минус 2-3 месяца делают, чтобы человек успел выехать в случае чего. Короче, надо будет переделывать им кимлики эти, хотя вот сейчас мы их делаем, да, ну, то есть вид на жительство, да, мы делаем. И кто-то называет вид на жительство икаметом, кто-то называет кимлик. Кимлик — это, по сути, паспорт. Просто вот по-турецки паспорт — кимлик. Икамет — это вид на жительство, получается, да, вот. ВНЖ — вид на жительство, ну вот. В общем, я и так называю. Короче, нам придется заново делать на 2, потому что у них вот делают сроком ровно на тот срок, насколько у них загранпаспорт, минус 2-3 месяца. Вот так вот сделают. То есть придется опять немножко там по деньгам, ну, в принципе, немного. Нам сказали, что на одного ребенка пошлина $15. Вот. На взрослых получается, что на мужа делает организация бесплатно. На меня вроде бы, ну, там не ясно, первый раз делали бесплатно. Может, это просто первый раз только как бы дают такую возможность. Я как бы не уточняла. Ну, в общем, в принципе, не так дорого, и все документы собирает, ну, вот, отдел, который работает, да, с легализацией. Сейчас смотрю видеоролик и монтирую, и хотела еще добавить вот момент такой, то, что вот хорошо действительно работать в этой организации, да, тем, что они делают за тебя вот это вот, берут на себя это. И обычно вот когда делают все ВНЖ в Алании, там всегда есть люди, которые просят на лапу дополнительно, там какой-то документ надо сделать. Вот это все всегда дохера денег уходит на это. Люди, которые занимаются этим, постоянно пытаются, особенно вот в туристических районах, постоянно высосать деньги пытаются. Вот, и много отказов. То есть, а здесь, когда рабочая виза, ты 100% уверен, что тебе дают ВНЖ, они делают его за тебя, да, ну чисто на детей. Я сказала, вот пошлина $15. Кстати, даже загранпаспорта здесь приезжает российское консульство и делает. Сюда приезжает раз в год и делает. То есть мы, получается, ехать даже и не будем никуда выезжать. Хочется, конечно, в Россию поехать, хочется. Но это настолько затратно сейчас на нашу семью, что мы не поедем. Вот есть организации, которые оплачивают переезд, нам не оплачивают. Нам не оплачивают вообще перелет, точнее. Перелет оплачивается многими организациями тогда, когда люди едут из России. Мы, напоминаю, жили в Турции, поэтому нам перелеты не оплачиваются. И это нам чисто только на дорогу. Это в хорошем случае, когда если билеты недорогие, да, на 5 выходит 300 000 рублей. Просто туда-обратно. Поэтому мы всегда всем своим родственникам говорим, чтобы они приезжали к нам, чтобы они
Ну, во-первых, они могут жить у нас, оставаться, да? Либо я могу снять квартиру для них. Либо еще один вариант, как обычно мы делаем всегда, вот мы едем в отель, туда приезжают родственники, и мы там спокойно видимся. Никто никого не обременяет ничем. Посидели, поболтали, время хорошо провели, дети заняты, дети играются на площадке, ну, в игровой комнате. Надоели друг друга, пошли по номерам. Еда есть, вышел, покушал, короче, меня уже понесло. Ладно, продолжаем видео. Что нам самим не надо никуда там особо ходить, там по всяким этим сдавать, то есть нам чисто надо будет пойти, что-то там подписаться, и потом уже домой придут кимлики. Расписаться, и домой придут кимлики. Вот так вот мы в прошлый раз делали. В общем, фотографии, 4 фотографии, получается, у нас на 1000 лир, представляете, да? Но я считаю, что это дорого. Я не помню, 600, что ли, было последний раз, когда мы отдавали. Ну, короче, было дешевле намного. Вот, серьезно, настолько все растет. Сейчас я вам расскажу. У нас, короче, в доме айдат был 1250 лир. С Нового года стал 1750 лир. Айдат вырос почти на 500, какой почти? На 500 лир. Это у кого-то айдат 500 лир. А у нас просто взяли, вырастили на 500 лир. То есть сейчас айдат в нашем доме составляет 1750. Далее, садик. Садик был 8000, плюс трансфер мы платили 1600, ну, около 10 выходило, да, 9600. Сейчас садик стоит 10 тысяч лир, на 2000 лир подняли, и трансфер подорожал на 400 лир, трансфер стоит 2000 лир. То есть мы сейчас отдаем за садик за одного ребенка 12 тысяч лир. И это, конечно, вообще не радует. Я сейчас собираюсь поехать на днях за мясом. Я, если честно, боюсь даже посмотреть, сколько стоит мясо. Мне кажется, тоже выросло. Потому что вот у меня вчера знакомая приехала из России. Она вот уезжала в конце декабря и приехала в начале. Ну, получается, вот недавно приехала. Она говорит, я, говорит, зашла уже вот эти сетевые, да, магазинчики. Я уже вижу, говорит, что есть подорожание. Уже, говорит, на 20-30 лир, но идет подорожание. То есть, да, кстати, подняли уровень, вот этот, минимальная оплата труда, да. Было там сколько, 18 тысяч лир, сейчас 20 тысяч лир. Или было, сейчас посмотрю. Короче, посмотрела, 22 тысячи лир. Сейчас было 17 тысяч лир. Так что, да, промежуточные вот эти, ну, то есть минималки поднимаются, люди реально здесь начинают зарабатывать больше, чем наши зарплаты. И, соответственно, все продукты и все вот это вот тоже поднимается. Вообще, как бы, ну, я не могу сказать, что невозможно жить, да, но вот этих вот свободных денег, на которые ты там хочешь туда сходить, сюда, что-то вот хочешь запланировать, да, их просто не остается. Остается только, как сказать, остается надежда, что и зарплаты наши тоже будут поднимать. Вот. Ну, как бы, вот это вот хотела рассказать. Реально цены очень бешено растут. Но все же мы, если получится, планируем скоро поехать в отпуск. Хотим поехать в отель. Вот, в принципе, здесь доехать-то недалеко. Поэтому уже начинаю искать хорошие отели. Скоро поедем все вместе в отель. Обязательно все это вам покажу. Вот. Какой отель посоветуете? Расскажите, какие отели хорошие, знаете? Самое главное, наверное, для меня, для нас, ну, мы поедем в конце марта
в начале апреля. Мы, в принципе, мы в прошлом году тоже ездили в апреле, и в июне мы ездили. В этом году, если получится, хотим вообще 3 раза съездить. В апреле, ну вот конец марта, начало апреля, потом в июне и, возможно, в октябре, нет, в сентябре. В общем, вот как-то так, если получится, конечно. Возможно, одну из поездок выберем не в отель, может быть, какая-то экскурсия будет интересная. Ну, то есть, может быть, да, переночуем где-то в отеле, но, в общем, хотим, короче, вот так вот. Пока мы здесь, в Турции, находимся, нужно попутешествовать по Турции, пока есть такая возможность. Да, мы очень много где не были, мы и в Каппадокии не были, вот, хотели бы туда съездить. В Стамбуле мы не были, туда тоже хотим. Ну, для начала, конечно же, это отель. У нас прям дети каждый день в отель, когда в отель. И, вот, и поэтому для нас самое главное, это чтобы был подогреваемый бассейн. Мы ездили в Утопию, которая в Афсалар находится. Там не было, к сожалению, именно подогреваемый. Был крытый, но он не подогреваемый. Вот, поэтому пока ищу варианты. Короче, пишите свои, где вот именно не в сезон есть подогреваемый бассейн. Вот, ну, наверное, все. На этом буду прощаться. Ролик такой, как бы, недолгий, насыщенный, всякие там моменты снимала, короткие. Я пойду работать. Пойду работать по своей удаленке. Кому интересно, чем именно я занимаюсь, проходите по ссылке внизу. Кому интересны вот эти вот продуктовый чат, ну, который я показываю, рассказываю, чем я пользуюсь обычно дома, да, проходите в продуктовый чат. В общем, добавляйтесь, там есть ссылки на мои другие каналы. У меня есть канал по рецептам. Вот, добавляйтесь, смотрите вместе, готовьте вместе со мной. Смотрите наши старые ролики. Мы там показывали жизнь в Газипаше, как мы жили еще пока когда не работали. Вот, в Турции. В общем, всех люблю, всех целую. Всем хочу пожелать хорошего настроения. Не на день, не на неделю, не на месяц, а на всю жизнь. Вот, оставайтесь в хорошем, бодром настроении. Всегда ищите позитивчик. На днях вот подруга написала: время летит, прям вообще, говорит, незаметно. Чем, вот смотрите, насыщеннее будет, веселее будет ваша жизнь, тем больше вещей вы успеете сделать. Если вы будете сидеть уныло, вы не будете хотеть что-то делать, у вас время будет проходить нудно, скучно, и вы, конечно же, не успеете ничего сделать. А время, оно, неважно, скучаете вы, не скучаете, оно все равно бежит быстро. Поэтому, наверное, главное – это все успеть, все, что ты хочешь, чтобы потом не лежать перед смертью и думать: блин, почему же я вот не делал этого, почему же я вот или боялся, или почему же я не добивался этого, вот чтобы такого не было. Нужно заставлять себя, да, наши ограничения. Мы не хотим выходить из зоны комфорта. Выходить из зоны комфорта не надо. Зону комфорта нужно расширять. Нужно себя комфортно чувствовать в любых условиях. Вот. В общем, короче, наболтала опять. Всем хочу пожелать радостного настроения, побольше счастливых моментов. Вообще пусть ваша жизнь состоит только из счастливых моментов. Вот. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.